В сентябре прошлого года на канале «Настоящее время» был выпущен ролик под названием «Почему демократия иногда не работает?». В нем авторы так не прямо намекали, что настоящей демократии у нас в России нету, и партий настоящих нет, и просто все агенты Кремля. А вот где-то далеко, по мнению авторов ролика, демократия есть, и она работает. Они, правда, не упомянули, где же искать настоящую демократию. Ну, давайте с вами попробуем сами догадаться. Ну, наверняка надо смотреть где-то на Западе. Может быть, в Греции? Премьер-министр Ципрос, который пришел к власти на волне противостояния с МВФ и европейскими банками, в итоге подписал с ними еще более кабальное соглашение. Или в Испании? Той ночью на площади Пуэрто-дель-Соль митинговали несколько десятков тысяч человек. Они выступали против безработицы, против жестких мер экономии и отсутствия перспектив, против социальной несправедливости. Во Франции? В мае 2012 года тысячи людей собрались здесь, чтобы отпраздновать победу социалиста Франсуа Олланда на президентских выборах. Но спустя год люди снова тут, только они пришли по абсолютно другой причине. Они спрашивают президента, где обещанные перемены. Или в США? А может, мы не там ищем? Может, настоящая демократия живет в Азии? Российский МИД призвал отдыхающих в Таиланде быть осторожными, не ездить в столицу. Несколько часов назад там произошел военный переворот. Чтобы получать правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы. Проблема состоит не в том, что современная система, называемая демократия, иногда не работает. Проблема в том, что она никогда не работает. А почему? Сегодня я дам ответ на этот вопрос. Либеральная демократия в настоящее время является самым распространенным вариантом политического режима в мире. Хотя либеральная демократия и включает в себя элементы прямой демократии, такие как референдум, большинство решений принимается правительством. То есть люди голосуют не напрямую за те или иные законодательные инициативы, а за партии, которые и будут представлять власть в последующие несколько лет. Это одно из важнейших условий либеральной демократии. В идеале система должна работать вот так. Люди схожих взглядов объединяются в партии и сражаются за голоса людей, занимают места в парламенте и формируют правительство. Ключевым условием здесь является конкуренция между партиями. Когда партия, которая занимает доминирующее положение в парламенте, ведет дела так, что вызывает недовольство у населения, на смену ей приходит конкурирующая партия, которая приходит, формирует свое правительство и меняет все к лучшему. Каждый гражданин имеет равное право голоса, которым он выражает, нравится ему эта партия или нет. Причем для голосования не существует имущественных или образовательных цензов. И это логично, потому что люди голосуют не за законы напрямую, а за партии, которые уже имеют в своем составе высокоподготовленных и высокообразованных членов. Таким образом, неважно, есть ли у вас ученая степень или 9 классов образования. Изменение качества своей жизни за последние 4-5 лет может оценить любой или нет. Каким образом система, призванная обеспечить власть большинства, по факту обеспечивает власть ничтожного меньшинства? Большинство людей, наверное, видели выборные карусели, слышали о махинациях с открепными голосованиями. И вообще, в принципе, методов фальсификации выборов достаточно много, если мы используем схему прямого тайного голосования. Но все это является самыми грубыми, самыми открытыми методами поддержания власти олигархии, тогда как их главное оружие гораздо изящнее и надежнее. С самого детства мы помещены в среду, которая и формирует нас как личность. Мы впитываем стереотипы поведения, полученные от родителей, образы из мультфильмов и детских книг. Затем мы подрастаем и идем в школу. У государства существует монопольное право контроля образования. Поэтому тот, кто контролирует государство, контролирует образование и культуру. Несмотря на то, что официально школьная программа не включает в себя воспитательный элемент, она самым прямым образом воздействует на сознание, моделирует поведение человека в будущем. Ключевым предметом в школьной программе для формирования мировоззрения является история. Именно поэтому проект нового учебника так горячо обсуждается в Думе. Именно поэтому первое, что делают после смены власти в какой-либо стране, это переписывают учебники истории. Историческая наука объективна, и она не терпит двойных толкований, но большинство с ней не знакомо.
Через школьную программу детей знакомят с суррогатом исторической науки. Исторические факты искажаются, цифры переписываются. Создать ложное представление о каком-либо событии легко. Нужно отрезать ненужное, умолчать. С помощью этого создается стойкое отвращение к одним событиям, личностям и идеям и безусловное одобрение к другим. Оценка произошедшего в прошлом влияет на нашу оценку происходящего в настоящем. Также очень важным для власти является школьный курс экономики. На уроках экономики разбираются только основные механизмы функционирования капиталистической экономики. Совсем не изучается экономика до капиталистических времен. А также не акцентируется внимание на альтернативных экономических системах, которые могут заменить капитализм в будущем. Рыночная экономика существовала испокон веков. Капиталистическая экономика – самая результативная система. Альтернатив ей нет и никогда не будет. Это основные мысли, которые выносит из стен школы ученик, и это неправда. Еще одной немаловажной чертой современного образования является мозаичный подход обучения. В отличие от университетского подхода, который на каждом этапе стремится дать целостную картину мира, мозаичный подход представляет из себя совокупность плохо связанных, плохо структурированных понятий. В школах, построенных по университетскому принципу, учеников учат мыслить логически, самостоятельно выводить зависимости между фактами, искать дополнительную информацию. В школах мозаичного типа ученики зазубривают понятия и факты без осознания связи между ними. Они нацелены на получение готового ответа, а не на творческий поиск. В результате 10 лет пребывания в современной школе у человека сформировано мозаичное, клиповое мышление. С таким сознанием очень сложно увидеть противоречия в обещаниях политиков, в новостях, зато очень легко стать жертвой манипуляции сознанием. Раннее профильное разделение классов, система ЕГЭ – все это меры по добиванию остатков университетской школы советского периода и утверждению новой мозаичной школы. С сегодняшнего дня вновь можно отправиться в Крым по так называемому единому билету. Проездной документ действует на... Большая часть федеральных телеканалов контролируется напрямую или через посредников государства. Коммерческие телевизионные каналы, хоть и не управляются государством напрямую, вынуждены фильтровать свой контент во избежание неприятностей. Телевидение замалчивает неудобные новости, вырезает неудобные части из интервью с очевидцами, коверкает и обрезает высказывания общественных деятелей или вовсе может перевести интервью на иностранном языке заведомо неправильно. Если событие не удается замолчать, то о нем рассказывается в сдержанных тонах. Акцентируется внимание на то, что власть делала все, что могла, но обстоятельства оказались сильнее. Если же телерадиокомпания не сотрудничает с государством, то ее ждут самые суровые карательные меры. Хорошим примером служит захват НТВ в 2001 году. Кроме того, не стоит забывать, что телекомпаниями владеют миллиардеры и олигархи, а им, думающее население, не нужно в принципе. Им нужно сохранение законов, которые гарантируют им высокие прибыли и стабильная власть. В условиях все более усложняющегося глобального мира человек просто физически не может самостоятельно лицезреть все события и явления, которые происходят. Поэтому 90% информации он получает не из личного опыта, а из выпуска новостей. Таким образом, виртуальная картина мира, созданная СМИ, становится для него объективной реальностью. Качественная работа пропаганды, и можно не бояться за результат выборов, проводить их открыто и свободно. Барак Обама победил действующую власть на выборах как оппозиционный кандидат, обещал закрыть тюрьму Гуантанамо и закончить войну в Ираке. Закончил одну войну и начал новых 3, а тюрьма в Гуантанамо до сих пор функционирует. В 2012 году на выборах президента во Франции побеждает оппозиционный кандидат от партии социалистов Франсуа Олланд. Обещает увеличение количества рабочих мест, уменьшение госдолга, увеличение налога для богатых. Прогрессивные налоги для богатых не вводит, госдолг Франции за его президентство не сокращается, а в конце марта 2016 он проводит закон, который упрощает процедуру увольнения сотрудников, после чего Франция погружается в многомесячные акции протеста.
В Греции на фоне затяжного экономического кризиса к власти приходит леворадикальное объединение СИРИЗА, которое главной своей целью ставит закончить экономическую зависимость от Евросоюза, прекратить выплачивать долги и восстановить социальные гарантии. После прихода к власти продолжает политику прошлого правительства, продолжает платить госдолг и сокращает социальное обеспечение. Примеры можно продолжать бесконечно. Во всех этих случаях приход к власти оппозиции не сулит смены политического курса. Таким образом, человек через выборы никак не может повлиять на власть. Выходит, что от его голоса ничего не зависит. Но почему под маской оппозиционеров оказываются проходимцы? А механика этого процесса такова. С течением времени в обществе обостряются проблемы, вызванные основным противоречием капиталистической экономики. В обществе спонтанно формируются силы, которые защищают коренные интересы трудового народа. Олигархия с помощью своих ресурсов создает подконтрольную политическую партию, которая пользуется не только широким доступом на ТВ, предоставленным элитой, но благодаря спонсированию олигархии может себе позволить нанять профессиональных фотографов, дизайнеров, агитаторов, тогда как по-настоящему народные партии вынуждены бороться за голоса в свободное от работы время. В результате народные партии благодаря своим действиям могут заручиться поддержкой в своем квартале, городе, но в масштабах страны остаются неизвестными. В результате чего протестные настроения перехватывают партии подконтрольной оппозиции, которые даже в случае победы на выборах сохраняют порядки и законы, выгодные олигархии. Когда с помощью уличной пропаганды, интернета или прямого действия по-настоящему народные силы заручаются поддержкой большинства, и у них появляются реальные рычаги для изменения экономической и политической системы, вот тогда власть меньшинства снимает маску и идет в открытую. Происходит физическое устранение оппозиции. В 1970 году в результате выборов в Чили президентом становится кандидат от социалистической партии Сальвадора Альенде. В стране начинается комплекс социально-экономических преобразований, национализация предприятий и банков, аграрная реформа, реализация социальных программ, изменение трудового законодательства в интересах наемных работников. Начинает работать Киберсин, проект централизованного компьютерного управления плановой экономикой. Политика Альенде столкнулась с жестким сопротивлением консервативных, финансовых, промышленных и латифундистских кругов внутри страны, а также давлением иностранных корпораций. 11 сентября 1973 года генерал Августо Пиночет при посредничестве ЦРУ организует переворот. В результате Сальвадор Альенде погибает. Все левые и левоцентристские партии объявляются вне закона. Отменяются все законы, введенные прошлым правительством. И на последующие 17 лет вводится тоталитарный режим. Проект централизованного компьютерного управления уничтожается. И это не единичный случай. Так происходит всегда, когда дает сбой модель либеральной демократии. Когда появляется только намек на взятие власти большинством, меньшинство для сохранения своей власти включает фашистский режим. Финансирует организации, которые физически уничтожают оппозицию. Может ли демократия быть настоящей, а не фальшивой и урезанной? Какими чертами будет обладать политическая система будущего? И какая роль отведена новейшим цифровым технологиям в этом процессе? На эти вопросы я отвечу совсем скоро.